Замок в Ольштине. К сожалению, сохранились только руины замка, расположенного на Краковско-Ченстаховской юре. Этот замок входит в так называемое Орлиное гнездо. Для обороны и охраны границ и важнейших торговых путей в наиболее населенных областях Малопольши король Казимир III Великий построил крепости на Краковско-Ченстаховской юре. Маршрут «Путь Орлиных гнезд» идет в направлении от Кракова к Ченстахове, заключает в себя замки и развалины замков. Путь Орлиных гнезд, шлях Орлих гнезд, это наименование самого старого туристического маршрута. Маршрут начинается в Кракове и заканчивается в Ченстахове. Общая длина 163,9 км. Название дано по находящимся на его маршруте руинам замков и крепостей, которые называются Орлиными гнездами из-за того, что расположены на скалах, достигающих 30 метров. Замок в Ольштине был одним из последних на этом пути, практически возле Ченстахова. Замок в Ольштине. На пути следования находятся руины замков Ольштин, Остренжник, Миров, Баболицы, Морска, Ограденец, Смолень, Быдлин, Рабштин и Ойцев, а также восстановленный замок в Песковой скале. Есть также дворцы в Золотом Потоке и Пилице. Тропа также проходит через ряд ольштинских заповедников Зеленогура и Соколе Гуры, а затем через парковый заповедник Остренжник, гору Сборов и Смолень и Ойцовский национальный парк. К сожалению, до сегодняшний день остались одни руины этого замка. У этого замка есть одна легенда. Один воевода из Познани был заключен в этом замке за восстание и умер голодной смертью. Но говорят, до сих пор по этому замку бродит его дух. Человек-жук-паук. Не страшно? Скалолазка. Знаешь, как там, наверное, просто выглядит? Первое упоминание об Ольштинском замке было в 1349 году, известный в те времена как замок Пшемиловидзе. Сторожевая башня, существовавшая со второй половины XIII века, была расширена в XIV веке Казимиром Великим, и с тех пор он стал наиболее укрепленным замком на границе Силезии и Малой Польши. Как и все замки, он полон легендами. Согласно одной легенде, замок в Ольштине имеет подземное сообщение с монастырем Ясногура. Об этой святыне вы можете посмотреть мое видео о Ченстахове. А в подземных реках пещер можно увидеть плавающих золотых уток. По другому преданию, замком связана легенда о призраке, блуждающем по замку темными ночами. Это дух Мацика Барковича, воеводы Познани, противника политики короля Казимира Великого. Он создал конфедерацию против короля. Изгнанный из страны, он вернулся через 4 года и продолжил сговор против него. В конце концов, он был схвачен в Калише и приговорен к голодной смерти в темницах под главной башней Ольштинского замка. Заключенный ежедневно получал только кувшин с водой и пучок сена. Судя по всему, он продержался 40 дней, и его стоны и проклятия были слышны по всему замку. Некоторые также утверждают,
что, доведенный до безумия голодом, он начал кусать и пожирать собственное тело. По неподтвержденным слухам, такое суровое наказание было продиктовано личной местью короля за тайные свидания Барковича с королевой. Солнышко. Красота и куча бутылок. Следующая история относится к более поздним временам, когда замок уже был в руинах. Бедный мальчик пас здесь коров. Однажды к нему подбежала группа хулиганов и швырнула его шляпу в темницу замка. Мальчик спустился под землю и увидел черную собаку, которая, согласно легендам, сторожила спрятанные сокровища. Она заговорила с ним человеческим голосом и наполнила шапку ценностями. Когда мальчик поднялся на поверхность, его друзья увидели сокровища и тоже захотели получить их. Один из них бросил шляпу в темницу и сам спустился за ней. Однако он так и не вернулся, и с тех пор его призрак иногда можно увидеть возле темницы. Классно. До наших дней сохранились от крепостных стен только цилиндрическая и квадратная башни, части стен хозяйственных построек, подвалы и частично сохранившиеся во время археологических раскопок основания кузницы. Позирует. А небо какое красивое. Настя, тут будет классный кадр. Вся скала красивая. Андрей уже готов к позированию. Уже более 2 лет за счет средств ЕС ведутся работы, чтобы остановить естественную эрозию и разрушение руин, а также частично вернуть замку былую славу и стать гораздо более привлекательным и безопасным местом для туристов, чем это было раньше. Ежегодно в замке проводится рыцарский турнир за саблю Ольштинского староста. Традиционно турнир начинается с рыцарского парада от замка до костела, построенный из камня крепостных стен в XVIII веке. Это дань польским традициям, когда рыцари принимали участие вместе перед битвой. После этого реконструкция сражения 1587 года, в котором армия эрцгерцога Максимилиана Габсбурга осадила замок в Ольштине и была отбита героическим полководцем Каспером Карлинским.
общежит. Пещеры. Наверное, длинные были пещеры. Длинні погреба. Овца на велосипеде символизирует велотуризм, который интенсивно развивается, и выпас овец на холмах Ольштына. Ольштын – небольшое польское село в 15 километрах от Ченстахова. Не путать с городом Ольштын, столицей Варминско-Мазурского воеводства. Сначала поселок под замком назывался Ольштыник. В 17 веке, когда крепость пришла в упадок в результате шведских войн, город стал называться Ольштын. Рыночная площадь с интересными культурами. Вот танцующая балерина.
А вот временная выставка скульптуры «Надеется», над которой представлены силуэты женщины и мужчины. Макет замка, представляющий его реконструкцию, выполнен в масштабе 1:100. Передвижной вертеп Яна Вивиора, известный как Вифлеем под соломенной крышей, является еще одной, после руин замка XIV века, уникальной достопримечательностью Ольштына. Таких вертепов в Польше немного. Здесь уже более 800 фигур, из которых почти 350 подвижные. Значить, типа по кинотеатр, щось не повезло. 350 фигур индустриального ликования. Сказочно красивый вертеп представляет библейские сцены из жизни Девы Марии, а также повседневную. Художник сам показывает вам галерею, обогащая экскурсию удивительными историями. Но в связи с пандемией вертеп временно закрыт. Клас, мені дуже понравилось. Похоже на Юра. Что на Юра? Гори. Похоже? Наше путешествие в Ченстахово и Ольштын закончилось. Итого мы на улице в мороз пробыли где-то с 10 до 4. Замерзли, проголодались. Как собаки. Андрей, а ты отогрелся или еще нет? Ще ні. Нет. Кому что понравилось сегодняшнего путешествия? Не, замок. Как он называется? Замок в Ольштыне. Руины А де замка. ми сразу були? Ясногура. Ні, пригать по камням лучше. Андрей, Ну, в Ясной Горе там красиво внутри. Но снаружи так себе. ну это ж святыня. Андрей, а тебе что? Кебаб. Ну, как всегда. Как всегда, Андрей замерз и голодный. Кстати, кебаб классный такий у нас Ну, попався. Супер. Советуем Хрустящий. Зихар кебаб. В Захир. Ченстахове. Захар. Захир. Захир. А пончик, Настя, с розой. Ну, вкусный. Вкусновато, но маловато, да? Да не, богато-богато. Богатовато. Добре, до нових встреч. Ну все, пока. Пишіть, куди нам їхати далі. В комментариях, В Торрен же ж нам надо поехать. в комментариях ждем. А, в Торрен? Торрен вроде Любузки военный.